Ready, steady, go! Это необычный выпуск «Орла и решки». Ни черта не видать. А взрослый человек. Это спецпроект «Орел и решка неизданное». Мы покажем все, что не попало в монтаж официальных версий. Какой-то мужик с камерой. Едем отсюда, едем. Все, что осталось за кадром. У меня ноги большие. Все, что было вырезано цензурой. Стало как-то тихо в комментариях. Мы покажем вам 50 минут чистого и грязного эксклюзива. Еще больше историй, еще больше «Орла и решки». Ух ты, лосай! Неинтересная штука. Мы снимаем 3D-объемное кино. 3D-объемное кино. Орел и решка 3D. С новыми ведущими в новый сезон отправилась наша неизменная боевая команда. Самые пробивные продюсеры. Самые требовательные режиссеры. И самые ответственные операторы. Ой, да, старается. В выпусках «Орел и решка неизданное» мы уже не раз рассказывали, как отбираем ведущих. Жулик, продолжай. А сейчас настало время раскрыть секрет, как попасть в нашу съемочную команду. Итак, должность продюсер. Мало времени, мало, очень мало. Продюсер «Орла и решки» должен следить не только за графиком съемок, но и за тем, чтобы никто из съемочной группы не остался голодным. Продюсер должен уметь оказывать первую помощь. Если вы не умеете брить ноги, не начинайте. А то вон как людям приходится работать. А это как бы продюсер. А еще перед тем, как богатый ведущий зайдет в номер, продюсер должен проверить мягкость кровати, на которой ведущий будет спать. Не снимай. Как получить должность режиссера? Давайте не залипать, пойдемте дальше. Куда? Дальше идем в трущобы! Режиссер «Орла и решки» должен быть супергероем, спортсменом и душой компании. У режиссера должен быть поставлен командный голос. Встаньте на камни, остановитесь на камни, смотрите! Стойте! Режиссер должен уметь четко ставить задачи ведущим. Итак, где-то здесь походили. Вот полицейские, бла-бла-бла. А что тут у нас на улице? На улице тоже ничего не понятно. Точнее, понятно, что ничего не понятно. Режиссер «Орла и решки» должен быть настоящим актерищем, чтобы показывать ведущему пример, как работать в кадре. И, наконец, должность оператор. Это Олег. Это Саня. Они оба странные. У оператора «Орла и решки» в графе «Лучший друг» должен быть записан квадрокоптер. Еще у него должен быть первый разряд по гимнастике и титул чемпиона по верховой езде. Олег, держись! А в графе «Хобби» у оператора должна быть записана езда в багажнике. Если вы думаете, что как только попадете в нашу команду, у вас наступит сплошной отпуск, то это не так. Жарко. Пошел 19-й час съемки. Хочу купаться, на волнах плескаться. Домой. Хотя бы в отель.
такой душ, который работает во все стороны, только не на меня. И нет горячей воды. Но зато здесь вы обретете верных друзей, которые не забудут в 12 часов ночи поздравить вас с днем рождения. У нашего режиссера Димы день рождения, ему 29 лет. Мы идем его поздравляем. Дима, с днем рождения тебя! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Дима! Сразу тебе подарок с звездолетой, снежной Украины. Галактик. Включилась. Все, идет. Давай. Идите. Запись идет, мы готовы. Раз, два, три. У нас и смеха А я хватит. не умею. 3, 4. Во, давай вот так. Мы находимся в городе Ханой. Ты забыла про город? Ты забыла, как... Это смешно. Вторым мегаполисом в нашем мегасезоне был Ханой. Ханой. Это шок, шум и гам. Ханой чуть не задушил Антона Зайцева. If she bite me, how many times I have to call my mother and father? 5 minutes? Этот мегаполис постоянно испытывал нас жуткой едой. Новая ведущая должна все пробовать. Давай. Я не хочу это делать, но режиссер сказал, что если я это не съем, это будет моя последняя поездка. Не выдумывай, такого не было. Ты сама сюда меня притащила. Давай попробуем, давай попробуем. Вот кому вы верите больше? Его. Я не хочу есть собаку. Давай я камеру подержу, а ты съешь. Весь этот ханойский хаос даже лишил наших ведущих дара речи. Большие здания. Чуть не забыл это, как оно называется, высокое здание. Если бы понравился Старый квартал Ханоя. Здесь с Ханоя. Но... Ну и как в коммунистической стране не встретить памятник Владимиру Ильичу Ленину? В Ханое у нас случилось одно потрясение, которое зрители еще не видели. Это поход на улицу Трейн-стрит. В самом-присамом центре Ханоя есть одна обычная тихая улочка. Здесь жители разводят петухов, прямо на улице сушат белье и тут же готовят еду. А что это такое? Кака? Оно видно, что кака. Но несколько раз в день на этой улице наступает апокалипсис! Поезд проносится буквально в полуметре от лица. И снова жизнь началась. Трейн-стрит – это улица, где дома стоят чуть ли не на железнодорожных путях. Нашему человеку такая прописка покажется адом. Возле рельс нет никаких ограждений. В любой момент под поезд может попасть домашний питомец. Или ребенок. Но местные не страдают от такого опасного соседства. Все домашние дела они делают прямо на рельсах. И отдыхают они тоже на рельсах. Почему вы здесь сидите? Вас же может сбить поезд. Вы в курсе?
А где мне еще сидеть? Это мой двор. И тем более, если поезд приближается, я чувствую его своим копчиком за 2 километра. Hello. Привет. Как дела? The train. Don't... как будет мешать? Вам не страшно жить по соседству с поездом? Неа. Ну правда, подумаешь, поезд, что тут необычного? Зионг рассказал, что за 30 лет с местными не было ни одного несчастного случая. Все знают расписание поездов и вовремя уходят с рельс. А вот туристам нужно быть осторожнее. Ведь видно по кедам, у кого есть стилист, а кто Оля. Антон. Алло. В этот раз стилист превзошел себя. Когда в «Орел и Решку» приходят новые ведущие, они думают, что на съемках за ними будут ходить толпы гримеров, массажистов, парикмахеров, косметологов и стилистов. Все, хватит. Ха-ха-ха! Наивные! На самом деле реальность такова. Я готова. Это стилист «Орла и Решки» Зульфия. Да, у нас в «Орле и Решке» нет ни гримеров, ни стилистов. Потому что в нашей программе мы показываем настоящие путешествия. А где вы видели, чтобы настоящие путешественники возили с собой салон красоты? Наши ведущие все делают сами. Антон и Оля сами себе гримеры. Ну, кто тут очаровашка? Тигрица. Тут все теперь в меня влюблены, и даже ты. Да я еще в полный размах не красилась помадой. Я говорю, я на Джокера похожа. Они сами себе косметологи. Летим из Сеула в следующий мегаполис. Оль, а ты почему без маски? Для Оли вообще не проблема смастерить прическу в любом месте и в любую погоду. Прическа делается долго, расплетается быстро. Вот, Саня, снимаешь? Ты уже 100 раз видел, как я их заплетаю и расплетаю. Мог бы их помочь? Ой, не-не-не, я придумала, я сама. Ой, ну все. А Антон всегда найдет время, чтобы устроить спа-процедуры. Чему вы удивляетесь? Все богатые люди так делают. Конечно, иногда нашим ведущим приходится обращаться за помощью к местным профессионалам. На Кубе Оля решила сделать себе маникюр. А Антон в Намибии пошел в барбершоп в трущобах. Обожаю неоправданный риск. I will give you all my money, don't kill me. Во всем мире понятия красоты очень разные. Никогда не знаешь, чего ожидать. О, вот так вот. Ну где такое видано? Стиль Дон Хуан. Если вам не понравилось, скорее всего, вы ничего не смыслите в моде. Ну, а я пошел дальше. Господи, какой сексуальный. Девушка, потрогайте усики. Чтобы выглядеть красиво, наши ведущие даже пользуются народными средствами. Олег, чуть-чуть почеши нос. Лучшее средство для того, чтобы омолодить вашу кожу. Да не нырну я в жизни сюда. Если я потом буду слушать подколы про себя... Не будешь. Молодость! Все ради тебя. Налепи маску. Накладывай и закидывай голову. И разгладь. Нет, хватит! Класс затекло. За стилем ведущие тоже следят сами. Съемки одной программы длятся 3 дня.
Все эти дни Оля и Антон должны ходить в одной и той же одежде. Главная задача ведущих – сохранить одежду в порядке. Дело дрянь. Я карамелью запачкала платье. Я и думаю, весь день чистая хожу. Ты же надо? Прям на меня не похоже. В общем, после съемок «Орла и решки» наши ведущие могут записать себе в трудовую книгу не только профессию ведущей, но еще и косметолог, парикмахер и даже стилист. Как вам такой стилист «Орла и решки»? Ребята, вот во что надо одевать людей. Вот, стильно, модно, молодежь, да. Ты хочешь сказать, я ем как свинья? Есть такое. Так вкуснее. Сезон «Мегаполисы» отличался от всех остальных тем, что здесь мы пробовали очень много странной, мерзкой, слизкой, зловонной, противной и мега-экзотической еды. Это реально камни. Камни, мох и настоящая земля. Что это такое? Ист, экстракт. Что такое ист? Можно я не буду жевать дальше? На любителя. Нет, ужасно. На вкус хотя бы расскажи. На вкус. Ну, понятно, как оно на вкус. Тут не привыкнуть. Никогда. Съемки необычной еды – это всегда самые веселые съемки. В каждом мегаполисе мы старались подсунуть ведущим максимально гадкую местную еду, чтобы и самим посмеяться, и вас посмешить. Ага. В Мехико мы подсунули Антону традиционное мексиканское блюдо эскамолес. Нет, это не рис и не кедровые орешки. Это яйца. Яйца гигантских черных муравьев. Надеюсь, меня сейчас не смотрят муравьи, потому что они тогда объявят мне войну. Здесь целая сотня муравьиных яиц. Такое ощущение, что большое какое-то куриное яйцо испещрили на кучу маленьких белков, убрали желток полностью и добавили острых приправ. В Берлине мы решили познакомить Олю со слизким моллюском. Все ведущие «Орла и решки» рано или поздно пробовали устриц. Она же сырая, да? А ее вилкой надо подковыривать? А вот что? И что? И что я? Вот так беру и просто засасываю? А солью надо посыпать? А может, как вообще, не нюхают их, когда едят? Из впечатлений. Мне хотелось наружу. В Джакарте мы приготовили Антону особый десерт. Мороженое с вонючим фруктом дурианом. Кто не знает, как пахнет дуриан, представьте, что ароматы тухлого лука, гнилой рыбы и канализации соединили в один. Пахнет как очень спелый дуриан. Вот этими луком и носочками. Ладно, этот неприятный вкус дуриана. Но зачем сыр? Дуриан с сыром – это как дважды дуриан. Самое вкусное – лед. Но и он со вкусом дуриана. Конечно, наша съемочная команда не могла оставить ведущих наедине с такой гадостью. Я не хотел есть собак.
Но долг оператора обязывает поддержать ведущий. Красавчик. Ребят, присоединяйтесь. Обоссанный скат. Давай, Олег, ешь. Погнали. Давай, Олег. Она сейчас пойдет. Он даже глазом не шевельнет. Олеж, это тебе. Как ты просил, 8. Уважаемая мама Олега, он кушает. Все хорошо. Шапка на нем, в Африке, все нормально. Кушает устриц на завтрак, обед и ужин. Как правило, в дорогих ресторанах мы всегда доедаем какие-то основные блюда, но в этом ресторане почему-то никто из съемочной группы не хочет отведать вот это блюдо и вот это блюдо. Нет желания. Нет. В общем, в этом сезоне мы съели столько экзотической еды, что нам только одна дорога – в спортзал. За автоспорт. За спорт. Что мы раньше знали о Корее? Что тут корейская морковка, и они едят собак. Но теперь Корея реально в тренде. Или, иными словами, кей-поп. А ты не снимаешь. На 8-м выпуске с нами случился Сеул. Здесь мы встали на невидимый серф и ловили корейскую волну. И наш уикенд пролетел в ритме кей-попа. Сеул так нас затанцевал, что мы и не заметили, как быстро закончилась программа. Экстренный, сиренный сообщение. Что я не... За кадром остался Олин эксперимент, который мы вам сейчас покажем. Мы, когда летели в Сеул, кое-что с собой прихватили. Вот она. Морковочка по-корейски. У нас считается, что это истинно корейское блюдо. Вот ты и на родине. И сейчас я хочу пройтись и поспрашивать народ, узнают ли они вообще свою национальную морковку. Кому морковочки? Налетай! Попробуйте. Нет, спасибо. А вы? Попробуйте. Угощайтесь. Нет. Начало хорошее, никто не пробует. Да что же такое? Похоже, здесь вообще никто не знает, что это за блюдо. Это же ваша корейская морковка. Никогда не слышала. Не скромничайте. Вкусно? Ну, так себе. Ну как? Я люблю морковку, но это вообще не похоже на морковку. Как же так? Это же ваша традиционная корейская морковка. Не знаю, никогда такого не ела. Неудивительно, что здесь никто не знает, что такое корейская морковка. А все потому, что этот салат придумали эмигранты из Северной Кореи, когда приехали жить в Советский Союз. У них просто не было возможности покупать свои продукты. Редьку, пекинскую капусту. Поэтому они использовали морковку, свои специи, и вышел такой вот замечательный салат, о котором здесь никто не знает, но у нас он в сердцах. А у меня тоже есть сюжет, который не поместился в программу. Как я ходил в развлекательный центр Running Man. Этот центр создали по мотивам суперпопулярного в Корее телевизионного шоу «Бегущий человек». Здесь полно комнат, по которым ты ходишь, выполняешь разные задания и зарабатываешь баллы. Это потрясающе неувлекательно. Тут надо проходить полосу препятствий. Искать выходы из лабиринтов. Протискиваться сквозь сети. Олег, помоги! Оно сильнее меня! В общем, делать все то, что делают участники в телешоу.
в этой кабинке зарабатывают баллы за крик. Да что с тобой не так? Чем громче крикнешь, тем больше получишь баллов. Хейтеры! Идите! Миссия выполнена сразу. Как по мне, этот центр больше напоминает детскую комнату отдыха. Но взрослые корейцы просто в восторге и играют как малые дети. Наше путешествие по мегаполисам было бы невозможным без новой мега-музыки. Моего коня! Мы переслушали тысячи треков и выбрали для нового сезона самые-самые. Как же здорово, что они вам понравились. Вы качаете их в свои плейлисты, ставите на будильники и слушаете в своих путешествиях. По традиции, мы отобрали 5 наших любимых музыкальных тем в топ мега-треков. На 5-м месте композиция «Voice of a Girl». Мы уверены, что этот трек лучше всего передает настроение весеннего цветущего Лондона. Посмотрите, как красиво! Четвертое место — Дар эс Салам. Только трек «Drop by Drop» смог передать, как мы опешили от африканского мегаполиса. Until you fall for me. Just around my Бронзу забирает мегаполис будущего Сеул. No, I only just left you, but I wanna hear your voice right now. And I'll be where you are. And I need you to know I'm not calling to tell you how I feel inside. I'm not calling you to tell you that I love you. I'm not calling to tell you what is on my mind. I'm not calling you to tell you that I love you. That I love you. Серебро выхватывает карнавальный Рио-де-Жанейро. Ему идеально подошел качающий трек «Рио Рейвен», под который невозможно устоять на месте. Brasil!
И на первом месте наш любимый хит из Гаваны «Por qué no», слушая который хочется влюбиться и забыть обо всем на свете. А «Por qué бы и no». Just let it go, you know I got love for life. Porque no, and your love, my little piece of paradise. I've been searching for so long for that Porque no, porque no. Фу. Я застряла. Без чего не обходится ни одно путешествие? Конечно же, без переездов. Идеально, когда ведущему достается транспорт с водителем. Но мы первый пилот вертолета. Но гораздо веселее наблюдать за ведущим, который пытается освоить новый транспорт самостоятельно. Куда? Я жопу оторвала. Он поехал. Он тяжелый, мне кажется, он килограмм 35. Не конец. Блин, только бы с тачкой ничего не стало. А как въехал? Ну мы разошлись. Я опаздываю. С дороги. Ну тебе дали. Я считаю, этого достаточно. Мы сняли, как я завела, и можно это заканчивать. В сезоне «Мегаполисы» нашим ведущим приходилось осваивать самую разную технику. Ужас! Страшно! Осторожно, Оля, за рулем. Но лучше всего у них получалось ездить за рулем обычной машины. Машина, может, и классная, но габариты у нее. Как перефразировать в другое слово, чтобы мы все поняли? Я пытаюсь спуститься с паркинга на этой шикарно длинной машине. Это очень сложно, потому что она очень длинная. Видим, что слишком близко. А что пищит? Там что, бордюр? Как меня раздражает ее пикание. Я тебя прошу. О, туда надо было. Ну почему она пищит опять? Спасибо, Олег, спасибо, мой хороший. О, мы проехали. Ири, все, давай. Фу, аж вот подотпустила, честно говоря. Я больше не поеду на паркинге. В этом сезоне мы заметили, что в мире появился новый вид туризма – инстаграмный. Сейчас, приезжая в новый город, туристы первым делом думают не о том, что посмотреть, а где бы сделать красивые фоточки. Саня, ну-ка, сделай мне красивые фоточки. Сфоткай, сфоткай меня. Сфоткай меня. Получилось что? Нет. Мы старались не отставать и в каждом мегаполисе показывали вам самые популярные инстаграмные места. You're welcome. $25. В Мехико мы устроили целый фотомарафон. Ой, ты с ними фоткаться должна. Потом Фоткай. В Рио-де-Жанейро ради фоток на фоне знаменитой горы Сахарная голова мы повисли над пропастью. Саня, сделай звездочку. Мне фотку. А теперь ловите крутые инстаместа, которые мы вам еще не показали. Южная Африка, Кейптаун, пляж Муйзенберг. Здесь народ с фотоаппаратами привлекают яркие разноцветные домики. Эти пляжные хижины для отдыха сразу стали местными знаменитостями.
На их фоне даже снимают болливудские фильмы. Олег, сделаешь мне фоточку? Ты же меня даже не фоткал, да? Следующее инстаместо. Гонконг. Улица Кингс-Роуд. Дом Монстр. Это супер кинематографичное место, и не зря здесь снимали фильм «Трансформеры» и «Рыцари в доспехах». Посмотрите на этот дом. Когда у нас строили хрущевки, здесь строили вот таких вот монстров. Это серая депрессивная высотка, внутри которой есть узкий двор. Здесь тебя накрывает чувство клаустрофобии, и кажется, что этот монстр сожмет тебя в лепешку. Но народу так понравился этот эффект, что сюда стали съезжаться со всего мира, чтобы сфоткаться. Осталось залезть. Я залезла. Спасибо. И на закуску самый инстаграмный город. Южная Корея, Сеул. Здесь у нас получился большой тур по инстаграмным местам. Сейчас в Сеуле страшно популярно инстакафе. Это такие кафе, в которые ты приходишь не только на чашку кофе, но и за яркими фотками в Инстаграм. Ну что, встречайте горячую тройку сеульских инстакафе. Это инстакафе Pink Pool. Сюда заманивают кукольным интерьером в розово-голубых тонах и необычными десертами с огромным облаком сладкой ваты. Конечно, 9 баксов за 3 шарика мороженого и сладкую вату — это как-то многовато. Зато сколько счастья. Весело ж было. Еще одно сеульское инстакафе – Джапанги. Фишка этого инстакафе в том, что вход находится за дверью вот такого вот автомата. Но денег у меня на... Можно еще раз? Хорошо? Пожалуйста. Что ж так сильно-то? А это инстакафе Princess Diary – дневник принцессы. Здесь можно взять кофе за $8 и как бонус получить свадебное платье, в котором можно пофоткаться. Сейчас инстакафе – это глобальное явление. Рестораторы поняли, чем ярче и фотогеничнее интерьер, чем оригинальнее блюдо, тем больше людей будут тут фотографироваться и делать рекламу заведению. Если вы хотите сделать настоящее корейское селфи, то вот вам несколько поз. В Южной Корее сейчас очень популярна манера поведения эгё. Это когда ты всячески изображаешь из себя милого невинного ребенка. Корейцы обожают делать селфи в стиле эгё, чтобы лицо было мимимишным и одновременно выгоднее смотрелось в кадре. Этот жест эгё означает «я классная и уверенная в себе» и одновременно делает подбородок изящнее. Этот жест обозначает «я обиделась» и в то же время убирает щеки. Еще на селфи корейцы любят показывать знак peace, обозначающий мир, и сердечки. Сердечко может быть большим или вот таким вот маленьким. Теперь вы знаете все о корейских селфи. Камсаамнида за внимание. В Индии есть традиция на празднике бросать лепестки цветов. А в Дели ведь сегодня праздник, ведь здесь снимается последний выпуск «Мегаполисов». Хейтеры, ура! Обрадуйтесь! У-у-у! Все для вас! Моря и океаны! Рассветы и туманы! Дели был полон необычных знакомств. У Оли появился большой друг.
очень большой друг. Нет. Ну, я упаду. У него колючая головень такая здоровенная. И волосюхи такие. Ноги колят его волосюхи. Смешные волосюхи на голове. Что за волосюхи такие? Дели был полон удивительных открытий. Дело в том, что они делают все грязные дела левой рукой. И подать ее при рукопожатии считается, крайне унизительным. Но что делать мне, левше? Спасибо, Саша. Лаванда. Так примерно. А еще Антон узнал пару местных особенностей, которые помогут вам в путешествии. В Дели, как и во всей Индии, вода представляет огромную опасность для туристов. Поэтому есть 2 золотых правила. Первое. Пейте только бутылированную воду и смотрите, чтобы бутылка была запечатана. Крышка должна быть с новым защитным кольцом. В Дели часто продают воду из водопровода в старых бутылках. И второе. Ни в коем случае не пейте напитки со льдом, потому что он тоже делается из водопроводной воды. И, кстати, у индийцев есть такая интересная особенность. Они очень забавно пьют. Чтобы не подхватить заразу, делийцы пьют, не касаясь бутылки губами. И я могу пить после вас. Вот, Индия. Что еще нужно знать туристу про Дели? В Дели все поголовно знают английский. По крайней мере, они так думают. Yeah. And city also. And Purana Killa, India Gate, and Rashtrapati Bhavan. Да, это английский. Starting from the mid to upper, everything is lots of blocks are there, lots of shoppings and everything. И это тоже английский. Has a competitor by name of Priyanka Gandhi Vadra. Have you heard? 55 people. There is this price अलग-अलग different color मिठाई sweets वगैरह है नहीं और जो भी मिठाई बनती है मिठाई sweets जड़ी different मिठाई sweets different. Yeah. В Индии английский второй государственный. Но так как они говорят, не сразу понимаешь, что это английский. Все из-за смеси хинди и инглиша, так называемый хинглиш. Уроки хинглиша для начинающих. Преподаватель – известный болливудский актер. Hi. I am Bipul Mehra from Bollywood industry. Okay. Ну, вот урок и начался. 15. 15. People. People. No. People. People. Люди. 55. 55. 55. Danger. Dangerous. Опасно. What is your good name? What is your name? Как тебя зовут? Запомнили? Молодцы. Ставим вам 5. 5. Думаете, это все? Конечно же нет. В Дели полно удивительных мест, которые нельзя пропустить. Самое яркое из них – цветочный рынок. Здесь миллионы миллионов цветов. Букеты. Гирлянды. Цветы в коробках. В ведрах. В мешках. Все бегают с охапками цветов. А что для нас совсем непривычно, здесь горы свежесрезанных бутонов. Ты здесь в прямом смысле ходишь по цветам. Мечта любой девушки. В Индии есть красивая традиция. Утром каждый сознательный индус ходит в храм. Так получилось, что цветы здесь — это одновременно и самое красивое, и самое дешевое подношение. Так что утро тут начинается не с кофе, а с покупки вот такой здоровенной гирлянды. Малы.
Представляете, какие тут масштабы? В Индии 1 миллиард человек. И каждый день им нужен 1 миллиард гирлянд из миллиардов цветов. Такие гирлянды используются для украшения храмов, для ритуалов и праздников. А вот и те, кто создают всю эту красоту. Нанизывальщицы цветов. Каждое утро они сидят и острой длинной спицей нанизывают и нанизывают тысячи бутонов. В результате получаются вот такие гирлянды. Самая простая из бархатцев стоит 25 центов, а самая пафосная от $10 и выше. На самом деле, так это все красиво, цветы, но вот когда стоишь с этим шампуром и с этой шаурмой из цветов, понимаешь, что у ребят адская работа. Они работают вот так по 6-8 часов в день, а зарабатывают в месяц всего $15. Это 400 гривен. А вот еще одни необычные персонажи на цветочном рынке. На этом рынке огромное количество ребят вот с такими пакетами на голове. И это не значит, что они покрасили волосы. Они носят на голове цветы, причем довольно такие объемные тюки, килограммов по 20-40. Вопрос, зачем тогда пакеты? О, это целая история. Смотрите, чтобы цветы быстро не завяли на жаре, нужен лед. Его привозят на рынок огромными глыбами. Потом его колют и кладут на дно мешков с цветами. Лед начинает таять и капать носильщикам на голову. Но благодаря пакету голова остается сухой. Наша служба и опасна, и трудна. Окей, пошли, нормально. Цветоносцы. Оба, пошли, держим равновесие. Привет, коллега, стукнемся, дай 5. Оба! Let's check. Сколько это? Мама, я домой 16 килограммов цветов привез. Надо сказать, что работа у них адская. Такая нагрузка на шею и на спину. Они это делают целый день. Я прошел минуту и уже почувствовал. Ну а я пошел дальше. Не для них моя роза цвела. В начале сезона мы сказали, что мегаполисы – это лучшее место для мега-приключений. Ну здравствуй, солнце! И мы не ошиблись. Всего 20 городов, а приключений, эмоций, воспоминаний и захватывающих историй столько, что хватит на всю жизнь. Меня поцеловал океан! 20 мегаполисов, как 20 разных планет. Как красиво! Как же этот мир разнообразен. Но на этом наши путешествия не заканчиваются. Следите за анонсами.